Когда в стране школьников заставляют маршировать под военные барабаны, бабки плетут маскировочные сетки. А президент с экрана рассказывает, что весь мир их ненавидит. Это уже не патриотизм. Это стадный оргазм на почве фашизма. Ты смотришь на это и думаешь: да ладно, может, я перегибаю. Может, просто немного переигрывают с патриотизмом. А потом видишь, как за слово «война» дают срок, за анекдот «обыск», а за антивоенный плакат дубинкой по печени. И понимаешь? Нет, не перегибаешь. Все по классике жанра. Есть такой известный британский журналист Лоуренс Брит. В начале 2000-х проанализировал 7 фашистских режимов и составил список. 14 признаков фашизма. Просто чек-лист, чтобы отличить обычную страну от той, на границе с которой уже пора копать окопы. И если ты применишь этот список к современной России, совпадение будет настолько точным, что даже Геббельс бы сказал: «Ну вы даете, ребята! Я ж для учебника писал, а вы буквально исполнили». Приветствую вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы разбираем политические и человеческие маразмы под микроскопом сарказма. Сегодня считайте, у нас что-то вроде лабораторной работы. Тема: Россия как законченный пример фашистского государства. Что ж, приступим к разбору по пунктам. Итак, пункт 1. Мощный и продолжительный национализм. Ни одно фашистское шоу не обходится без обязательного гимна, флагов и слова «величие». Россия тут чемпион. Флаг везде, на домах, на трусах, на гробах. Буквы Z и V, как новая религия. Даже дети в детсадах выстраиваются из них живыми буквами, чтобы мамка из Минкульта могла выложить отчет. А русский мир превратился в бренд безумия. Второй пункт – пренебрежение к правам человека. Тут даже обсуждать нечего. Пытки в подвалах ФСБ есть, смерти в колониях есть, законы, по которым можно посадить за пост, лайк, анекдот, тоже есть. Причем половина населения с радостью это поддерживает, так ему и надо, предателю. Фашизм без народного одобрения невозможен, но в России его не просто одобрили, его сделали частью национального характера. Пункт номер 3. Поиск врага как объединяющей идеи. Все гениальное просто. Чтобы управлять стадом, дай ему врага. Когда Путин пришел, врагами были террористы, потом гейропа, потом бандеровцы, либералы, иноагенты. Сегодня враг – любой, кто не верит телевизору. Сосед, блогер, бывшая жена. Все одно. И потому Россия каждый день выдумывает новых, пока не останется врагом сама себе. 4 пункт – преимущественное положение армии. Когда страна с голодными пенсионерами покупает танки, а не инсулин, это и есть приоритет армии. Бюджет на оборону растет быстрее, чем на медицину, образование и здравый смысл. Солдаты. Герои, которые защищают русский мир, убивая соседей. А если ты не хочешь на фронт, значит предатель Родины. В фашизме военный культ заменяет смысл жизни. В России это уже государственная религия, с крестом в одной руке и гранатой в другой. 5 пункт. Сильная дискриминация по признаку пола. Фашизм всегда ненавидит женщин, но любит рассказывать, что их защищает. Россия тут снова впереди планеты всей. Официальная позиция государства – женщина должна рожать больше, меньше болтать и не совать нос в мужские дела. Путин лично рассуждает о традиционных ценностях, а по сути просто боится женщин, которые думают. Аборт – зло, феминизм – экстремизм. А баба, которая зарабатывает больше мужа – угроза семье. И это я еще не хочу углубляться в гомофобию на государственном уровне и прочие скрепы на эту тему. И все это при том, что та же власть десятилетиями покрывает педофилов, насильников и святых батюшек с липкими руками. Пункт 6. Контроль над СМИ. В нормальных странах журналисты – псы демократии. В России – шавки администрации президента. Телевидение превратилось в станцию массового зомбирования, где Соловьев орет, Скобеева верещит, а миллионы зомби кивают в такт. YouTube и Telegram объявлены вражескими ресурсами. Журналистов убивают, а блогеров сажают. И при этом Россия продолжает рассказывать, что у них многообразие мнений. 7 пункт. Маниакальная одержимость национальной безопасностью. Фашистский режим всегда живет страхом. У России это уже национальная идея. Шпионы вокруг. Запад хочет нас уничтожить.
Пятая колонна – иностранные агенты. Каждый день новая паранойя. Бабки на лавочках шепчут про диверсантов, мужики в кабаках про биолаборатории НАТО, а ФСБ тем временем ловит школьников за переписку в Дискорде. Это не безопасность. Это коллективный психоз, на котором удобно править. Главное – держать всех в страхе. Тогда они не поднимут голову. Ну что ж, половину чек-листа по фашизму мы уже прошли. Если тебе пока что заходит, значит ты точно не из Роскомнадзора. Так что не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить будущие выпуски. А мы продолжаем. Пункт номер 8. Переплетение религии и государства. Когда патриарх ездит на Майбахе, а солдат благословляют на убийство, это не вера, это оргия лицемерия. Фашизм всегда любит церковь, но не ради Бога, а ради удобства. Религия становится филиалом Минобороны. Папы с кадилом обрабатывают пушки, молятся за бойцов и рассказывают, что грех не убить, а сомневаться. Все строго по методичке Муссолини. Разница лишь в том, что итальянские фашисты строили храмы, а русские сжигают души. 9 пункт. Защита корпораций. В фашистском государстве корпорации не бизнес, а священные коровы режима. Их доят, но не трогают. «Газпром», «Роснефть», «Ростех». Это не компании, это кормушки для друзей Путина. Одни пилят, другие кланяются, все счастливы. Денег в стране нет, зато усечены яхты длиннее школьных дворов. А когда экономика рушится, виноваты, конечно же, не они, а внешние враги. В любой нормальной стране корпорации платят налоги. В России же налоги платят те, кто не знаком с Ротенбергом. Пункт 10. Притеснение профсоюзов. Фашизм боится организованных людей больше, чем ракет «Хаймарс». Потому что профсоюз – это когда народ договаривается между собой, а не ждет указа сверху. В России слово «профсоюз» – почти анекдот. Там Федерация независимых профсоюзов возглавляется людьми, которые сидят на зарплате у правительства. Рабочих выжимают, врачей увольняют, шахтеров в забастовку сажают. Но пропаганда все равно рассказывает: у нас все хорошо, мир, труд, май. Пункт номер 11. Презрение к интеллигенции и искусству. Фашизм всегда ненавидит умных, потому что умные задают вопросы. А вопросы – это враги стабильности. Отсюда иноагенты, предатели, враги народа, псевдоинтеллигенция. Ученых выдавили за границу, режиссеров посадили, актеров отменили, писателей запретили. Взамен бесконечные концерты Газманова, Михалков с лекциями про духовность и Кадыров, который теперь тоже поэт. Свобода слова умерла под аплодисменты. И ведь самое страшное – половина страны хлопала стоя. 12. Навязчивая идея преступления и наказания. В России сегодня полиция – это не служители закона, а каратели. Им можно все – ломать, убивать, пытать, подбрасывать наркотики. Закон – это бумажка для телевизора. Полиция и Росгвардия – священные касты, перед которыми народ должен стоять на коленях. Любой протест – экстремизм. Любое недовольство – предательство. Тюрьма – универсальное средство воспитания. А если ты попал под дубинку, то сам виноват, не надо было выделываться. Это уже не правосудие, это ритуал устрашения. 13 пункт – кумовство и коррупция. Фашизм без коррупции. Как Россия без пропаганды? Невозможен. Кланы, друзья, кумовья, крестники. Вся вертикаль власти держится на принципе «свой своему помогает воровать». Вице-премьер – друг детства Путина. Губернатор – бывший охранник Путина. Глава «Газпрома» – старый приятель Путина. И так до бесконечности. Любой скандал заканчивается одинаково. Все по закону. Даже если чиновник спер миллиард, и он не вор, а эффективный менеджер. В нормальной стране коррупция – преступление. В России это система госуправления. И, наконец, финальный 14 пункт – отсутствие честных выборов. Ну тут вообще без комментариев. Выборы в России – это когда ты выбираешь между Путиным, двойником Путина и клоном Путина в куртке цвета хаки. Кандидатов снимают, партии запрещают, наблюдателей выгоняют, а голоса рисуют прямо на участках. ЦИК уже давно работает не по Конституции, а по методу «сколько скажут, то столько и нарисуем». Фашизм всегда прикрывается демократией. Просто на всякий случай, чтобы потом можно было сказать: «Так ведь народ же сам выбрал». Что по итогу вот тебе и 14 признаков. И по каждому пункту Россия не просто совпадает, а сдала экзамен на отлично. Это не страна, скатывающаяся к фашизму.
Это страна, которая уже там, с гимном, парадами, лагерями, с культом вождя и бредом про величие. Фашизм – это не только свастика и марш в сапогах. Это когда ложь становится законом, страх – моралью, а насилие – формой патриотизма. И Россия сегодня – идеальный пример, как все это можно собрать в одном государстве и назвать духовными скрепами. Разница между Путиным и тем же Гитлером лишь в том, что один закончил в бункере, а второй там же, но пока живет. Ну а вы были на канале «Утилизатор реальности». Если досмотрел до конца, ты, скорее всего, не смотришь телевизор, и это уже хороший знак. Поставь лайк, подпишись и напиши в комментариях, какой из 14 пунктов, по-твоему, Россия довела до совершенства. Увидимся в следующем выпуске, там тоже будет больно, но честно. Всех обнял!